Всем привет, меня зовут Саша, и вы на канале Алекс Креатив. Под прошлым видео вы написали, что хотели бы урок по костру. Костер добавили в новой версии, на него даже нет развертки, поэтому пришлось немножко поднапрячь голову, чтобы сделать его схему. И сегодня мы сделаем его с вами из бумаги и без принтера. Сразу переходим к схеме, мне пришлось ее нарисовать заранее, а не на видео. Схема заняла, как видите, много листов, потому что здесь такие детали, что они получились вот такие вот, то есть их нормально не поместишь по 2 на 1 листик, потом пришлось использовать много листиков. Схема у нас получается очень простая, легкие детали. Получается 2 вот таких детальки одинаковых, они у нас получаются длиной 16 пикселей, здесь 4, 4, 4, здесь по 16. Фотографии есть в описании под видео, можете посмотреть, все перерисовать. Следующие 2 детальки у нас такие же, просто с вырезами вот здесь, так как, видите, вот верхние бревнышки костра ложатся на нижние бревнышки костра, то есть нужно, чтобы она на 1 пиксель так вот всовывалась. Получается то же самое. Длина 16, 4, 4, 4, 4, 16. Элементарно. Здесь, как можете видеть, отступ идет 1 пиксель, и здесь 4 пикселя. Вот. В ширину бревнышка нижнего. С другой стороны, так само 1 пиксель отступа, 4 пикселя, как бы будет пустота. Здесь вот будут припуски, это чтобы его все приклеить. Вот это вот припуски, вот так. То есть вот это вот вообще пустота, вот это просто разрежется. 2 также одинаковых детальки. Следующая деталька, это вот такая вот подложечка идет внутри костра. Она получается также 16 пикселей. Здесь 1, она, толщиной всего 1 пиксель. Здесь тоже 16, здесь 1. И вот здесь вот 6. Вот это вот, оно 6 пикселей. И следующие 2 детальки, это огонь. Раньше уже были фигурки с огнем, по-моему, мини были. Там огонь был состоял из 4 частей, то есть вот так приклейка, вот так приклейка, вот так и вот так. Мне показалось, зачем так заморачиваться, к тому же просто еще раскрашивать вручную. Лучше сделать всего 4 детальки. Они складываются пополам, эти пополам сложатся, и эти пополам сложатся. И просто вот так вот сделать прорез, и вот так вот их, одно в одно всунуть. Это будет проще, легче и понятнее. Там есть много вариантов огонька, это просто те, которые понравились мне больше всего. Как видите, они отзеркальные, это 2 детальки буквально, просто отзеркальные на одну сторону, на другую сторону. Можете перерисовать эти, можете нарисовать свои, в принципе, без разницы. Фотографии тоже будут в описании. Здесь вот есть маленькие припуски, не знаю, понадобятся они или нет, может быть, огонек просто так аккуратно всунется или приклеится на клей, но на всякий случай я вот оставляю эти припуски. Как видите, детальки очень простые, их немного, и мы сразу переходим к раскраске. Наконец-то все детали раскрашены. В дальнейшем я еще подумаю над самодельными фигурками. Реально надоело. Может, конечно, не надо было прокрашивать все пиксели, но, по-моему, так выглядит более-менее симпатично. Вот так выглядят детали. Дерево, дерево, дерево. Дальше то, что внизу штучка идет. Не знаю, может быть, слишком яркая, синенькая. И огонек. Теперь все эти детали нужно переклеить на более плотные листы. Я, как всегда, использую бумагу для черчения с плотностью 180 грамм на метр квадратный. Приклеить можно вот так, а затем уже вырезать все по контуру, чтобы не делать двойную работу. Единственное, что огоньки нужно разрезать. Вот так. На плотную бумагу приклеить только одну сторону. Затем вырезать по контуру и приклеить вторую сторону. Также вырезанную по контуру. Склеивать я буду вот таким клеем. Scrap Go, открой свое я. Такие вот детальки у вас должны получиться. Надеюсь, вы не забыли прорезать вот здесь внутри.
И теперь нужно приклеить огонек. У вас должно было получиться вот так и вот так. И теперь вот эти вот штучки нужно приклеить сюда. Вот такой огонек у вас должен получиться. Теперь желательно положить его под что-то тяжеленькое, потому что, как видите, оно начинает сгибаться, чтобы выпрямилось. Теперь давайте согнем все наши детальки. Начнем с вот этой, самой простой, хотя они здесь все простые. Итак, сгибаем все стороны. Крайний припуск. Верхнюю сторону припуски. И нижнюю сторону. И припуски. Вот что у вас должно получиться. Точно так же согните и вторую такую самую детальку. Вот эту. Теперь давайте согнем вот эту детальку. Она сгибается точно так же, как и предыдущая. Сгибаем стороны. Крайний припуск. Верхнюю сторону припуски. Нижнюю сторону припуски. И также здесь у нас же есть эти вот прорезики. Нужно посгибать вот эти вот припуски. Аккуратненько это желательно делать, потому что эта бумага, она нежная. С одной стороны. И с другой стороны. Вот что у вас должно получиться. Точно так же согните вторую, такую самую деталь. Теперь давайте согнем вот эту деталь. Все точно так же. Сгибаем стороны. Крайний припуск. И верхние и нижние припуски. Здесь мы больше не делали с вами сторон. Хотя можно было. Но не обязательно. Думаю, так все приклеим. Вот что у вас должно получиться. Возникла небольшая проблемка. Нужно вот здесь вот уголки, вот эти вот, пообрезать. Потому что оно из-за них не может нормально вот так вот сложиться. Ну, то есть, как бы, может, но не везде. Поэтому их лучше просто вот так вообще отрезать. Теперь все отлично сгибается, как видите. Можем клеить. Я думаю, начнем склеивать с вот этих вот деталек. Наносим клей на самый крайний припуск. И вот так склеиваем. Теперь наносим клей на верхние и нижние припуски. И вот так заклеиваем. И ждем, пока склеится. Все, деталька склеилась. Вот что должно у вас получиться. Точно таким же способом склейте и вторую такую детальку. Теперь давайте склеим эти детальки. Наносим клей точно так же, как и в предыдущий, на самый крайний припуск. И вот так склеиваем. Теперь наносим клей на верхние и нижние припуски. Здесь и здесь. И просто вот так заклеиваем. И ждем, пока склеится. Вот такая деталька у вас должна получиться. Точно так же склейте и вторую такую деталь. Сейчас склеим вот эту деталь. Наносим клей на самый крайний припуск. И вот так склеиваем. Эта деталька склеена. Ну и пришло время собрать наш костер. Я думаю, вы уже догадываетесь, что здесь за схема сборки. Все очень просто. Здесь, кстати, можно даже и без клея его собрать. Но я думаю, мы все-таки склеим на всякий случай. Хотя, может, и не будем. Так, у нас вот что получается. Получается, у нас есть две таких детали, две таких детали. Одна такая. Эта штука будет в центре. Дальше будут идти две вот этих штучки. Вот так.
вроде бы той стороной. Можем их сразу приклеить, можем пока не приклеивать. Но давайте все-таки приклеим. Наносим клей с одной стороны, с другой стороны. И просто приклеиваем вот так на самый нижний пиксель. Одну и вторую стороны. Более-менее приклеилось, значит можем продолжать. Берем дальше вот эти детальки. И они должны быть в пикселе от края, с одной и с другой стороны. Мы просто их вот так вот надеваем аккуратненько. И двигаем на 1 пиксель. Можно приклеить, можно не приклеивать. Мне кажется, оно и так вполне себе, как видите, крепко. Почти держится. Одна деталька и вторая. Пробую заранее без клея, чтобы оно все вошло. Потому что кто-то криво вырезал. Все, готово. На 1 пиксель отступ с одной стороны, на 1 пиксель отступ с другой стороны. Можете приклеить, я, наверное, не буду. В принципе, меня устраивает, как оно держится. Видите, я могу поднять за эти штуки, и он не отпадает. Но это не точно. Ну, а теперь давайте разберемся с огнем. Что же мы с ним будем делать? У нас есть 2 детали огня, которые все еще почему-то влажные, хотя уже лежат, наверное, минут 10, если не больше. Огонь должен быть, если не ошибаюсь, то вот так, наискосяк одна и вторая. Вот так, наискосяк. Огонь у нас так благополучненько не влазит. Поэтому предлагаю его немножечко пообрезать, чтобы он держался хотя бы внутри. Так, чтобы он так держался, нужно отрезать... Нужно отрезать примерно по 2 пикселя. Так, надеюсь, вам видно. По 2 пикселя примерно по вот это вот. Ну, хотя бы так. И здесь примерно так же. Смотрим теперь. Теперь, как видите, огонь влезает. Да, влезает почти. Потому что огонь без этой штучки. Вот, теперь все идеально влезает. Одна сторона подогнана. Точно так же подгоняем вторую. Тоже примерно там 2 пикселя. Здесь тоже 2. И высота примерно по... Ага, понятно, по вот это вот. Окей, тогда я думаю, здесь будет достаточно вот так обрезать, а здесь... Да, я думаю, вот так вот. Пробуем. По-моему, это из-за припусков. Пробуем теперь. Теперь влазит. Вот. Отлично. Теперь нам просто нужно соединить эту часть и эту часть. Но, как видите, костерок уже получается довольно симпотный. Просто вот так вот сейчас их будем надевать друг на дружку. Максимально по центру делаем разрезик. Не очень глубокий, думаю, этого будет достаточно. И теперь в этом делаем разрезик примерно по вот сюда. Тоже по центру. Надеюсь, вам понятно, что я делаю. В принципе, это элементарно. И мы, по-моему, что-то похожее уже с вами делали. И просто вот так вдеваем. Это один из самых легких вариантов сделать огонь, чтобы не клеить все 4 стороны. Ну, вы поняли, вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот. Отлично, огонь, в принципе, держится. Мы его можем сюда снова запихнуть. Что мы с вами и делаем. Та-дам, там-там-там-там. Ну что ж, осмелюсь сказать, что на этом костер готов. Что я могу сказать в итоге? Лучше верхние доски приклеить, так костер будет держаться крепче. Припуски самого огня не нужны абсолютно, их можно отрезать и просто огонь этот всунуть. Он отлично держится, не упадает, ничего не это, потому что хорошо держатся бревна. В принципе, это все. Если у вас возникли какие-то вопросики по костру, то пишите их, пожалуйста, в комментариях, я постараюсь на них ответить. Напомню, что урок по костру просило несколько человек под последними видео, и вот, пожалуйста, урок «Костер» можете сделать. Также жду в комментариях ваши идеи и предложения насчет следующих видео. А на этом у нас все. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.